Он родился графом, но так и не стал человеком своего круга. Судьба лишила его возможности жить так, как жили аристократы XIX века – охотиться, блистать на балах, строить семью и продолжать род. Вместо этого он оказался среди танцовщиц кабаре, циркачей, певиц и женщин, которых приличное общество предпочитало не замечать. Маленький рост, боль, одиночество и чувство чуждости миру не сломали Анри де Тулус-Лотрека. Они сделали его одним из самых узнаваемых художников эпохи. Почему наследник древнего рода выбрал ночной Монмартр вместо дворцов, и как личная трагедия превратилась в искусство? Если готовы заглянуть в прокуренные кулуары Мулен-Руж и узнать, как сломанные ноги и вечный похмельный синдром создали самый дорогой бренд в истории мирового плаката, жмите подписку и лайк. Наливайте что-нибудь покрепче, потому что этот парень трезвым не бывал никогда. Погнали. Есть художники, чьи картины невозможно спутать ни с чьими другими. Даже если не помнить имя автора, достаточно одного взгляда, и становится ясно, это писал человек, который видел мир иначе. У Анри де Тулуз-Лотрека был именно такой взгляд. Он прожил всего 36 лет, не создал семьи, не построил карьеры в привычном понимании этого слова, не получил спокойной старости, но успел изменить язык европейского искусства настолько, что сегодня без него невозможно представить ни историю плаката, ни историю городской живописи конца XIX века. Его жизнь часто пытаются пересказать как историю несчастного человека, больного, зависимого, одинокого. Но это слишком простое объяснение. Потому что Тулус-Лотрек был не только человеком, пережившим множество ограничений. Он был художником, который сумел превратить собственную непохожесть на остальных в способ видеть то, что другие предпочитали не замечать. Анри родился в 1864 году в Альби, на юге Франции, в старинной аристократической семье. Род Тулус-Лотреков считался одним из древнейших во Франции и вел свою историю еще со времен крестовых походов. Для семьи было очевидно: мальчик вырастет, займет достойное место в обществе, будет ездить верхом, охотиться, участвовать в светской жизни. Детство начиналось именно так. Большие дома, семейные владения, занятия языками, прогулки верхом, атмосфера старой французской знати. Но очень быстро стало понятно: судьба приготовила для Анри другой путь. Его родители расстались, когда он был еще ребенком. После этого центральным человеком в жизни будущего художника стала мать, женщина спокойная, преданная и невероятно терпеливая. Отец же остался фигурой яркой, шумной, эксцентричной и одновременно далекой. Но настоящие испытания были впереди. В подростковом возрасте Анри получил 2 тяжелых перелома ног, сначала одной, потом другой. Первый перелом произошел в мае 1878 года, когда Анри было 13 лет. По наиболее распространенной версии, он неудачно поднялся с кресла или резко встал и сломал шейку бедра правой ноги. Для здорового подростка такой перелом после обычного движения был крайне необычным. Спустя примерно год, в августе 1879 года, произошел второй случай. Анри поскользнулся и упал в канаву. В некоторых источниках пишут просто «упал во время прогулки» и получил перелом шейки бедра левой ноги. Для обычного ребенка такие травмы были бы тяжелыми, но не судьбоносными. У Анри проблема оказалась глубже. Кости срастались плохо, а затем рост ног практически остановился. Долгое время считалось, что причина – последствия травм. Но позже историки медицины начали склоняться к тому, что переломы стали следствием врожденной болезни костей, а не ее причиной. Исследователи предполагали существование наследственного заболевания костей, связанного с близкородственными браками в аристократической среде. Тело изменилось навсегда. Туловище продолжало взрослеть, а ноги остались почти подростковыми. Его рост остановился примерно на отметке около 1,5 метра. Для семьи это оказалось настоящим ударом. Речь шла не только о здоровье. В мире XIX века внешность и физическая форма определяли почти все. Военная служба, охота, балы, общественное положение
Все это внезапно оказалось недоступным. Анри позже шутил над собой чаще других. Юмор вообще стал его способом выживания. Он говорил язвительно, умел первым посмеяться над собой и этим лишал окружающих права на жалость. Но за внешней легкостью скрывалась тяжелая внутренняя работа. Когда другие юноши открывали для себя привычную взрослую жизнь, он все чаще оставался один и рисовал. Рисование постепенно перестало быть развлечением. Оно стало территорией свободы. Сначала были животные, любовь к лошадям осталась у него с детства. Потом появились люди. Причем не героические персонажи и не идеальные красавцы. Его начали интересовать лица, жесты, позы человека в момент, когда тот перестает играть роль. В начале 1880-х Анри переезжает в Париж, а затем оказывается там, где найдет свой настоящий мир – на Монмартре. Сегодня Монмартр кажется романтическим символом искусства. Тогда это был совсем другой район. Шумный, пестрый, небогатый, смешной и печальный одновременно. Здесь рядом существовали художники, артисты, певцы, танцовщицы, проститутки, поэты, мошенники и богатые посетители кабаре. Тулуз-Латрек оказался среди них неожиданно естественно. Возможно, потому что сам чувствовал себя человеком между мирами. Для аристократии он был слишком странным, для богемы — слишком воспитанным. Он стал наблюдателем, а затем летописцем. Именно здесь появились его самые известные работы. Он рисовал кабаре не как праздник. Он видел обратную сторону света. На его картинах танцовщицы устают, посетители скучают, артисты ждут выхода. Женщины поправляют волосы перед зеркалом. Кто-то смеется слишком громко. Кто-то сидит один посреди толпы. Все выглядит живым, и от этого немного тревожным. В аристократических кругах семья Тулуз-Латрека воспринимала его образ жизни с явным напряжением. Потомок древнего графского рода оказался в мире монмартрской богемы, кабаре и домов терпимости, что для консервативного общества конца XIX века выглядело почти как нарушение негласных правил приличия. Хотя открытых публичных скандалов вокруг его имени семья старалась не допускать и держать репутацию под контролем, само его повседневное окружение – танцовщицы, актрисы, модели и завсегдатые ночного Парижа – уже воспринималось как своего рода тихий позор рода, о котором предпочитали говорить шепотом, а не вслух. Особое место в его жизни заняло кабаре Мулен Руж. Он не просто бывал там, он стал частью этого мира. Ему заказывали афиши, его работы вывешивали прямо при входе. И неожиданно оказалось, что художник способен превратить рекламный плакат в настоящее произведение искусства. До него афиша была чем-то временным. После него она стала отдельным жанром. Линия, цветовое пятно, силуэт. Минимум деталей, максимум характера. Эта манера родилась не случайно. Тулуз-Латрек внимательно изучал японскую гравюру, интересовался Дега, смотрел работы Сезанна. Но копировать не хотел никого. Он создавал свой язык. Резкий, мгновенный. Как будто человек увиден не глазами, а внутренним ощущением. Особенно удивительно он писал женщин. Именно это отличает его от многих современников. Он не идеализировал, не превращал в символ, не осуждал. Он просто смотрел. Женщины на его полотнах отдыхают, разговаривают, скучают, лежат на кровати, поправляют чулки, читают письма. В его картинах нет ощущения подглядывания. Есть ощущение присутствия. Наверное, поэтому многие модели ему доверяли. О нем рассказывали, что двери некоторых заведений для него были открыты в любое время. Он приходил не за сенсацией, он приходил рисовать жизнь. Со временем вокруг него начали рождаться легенды. О его любви к абсенту, о бесконечных коктейлях, о странных выходках. Например, он любил разыгрывать людей и устраивать маленькие театральные сцены. Латрек мог прийти в гости с совершенно серьезным видом, а потом начать смешивать неожиданные алкогольные коктейли, объявляя себя главным специалистом по напиткам вечера.
Ему действительно приписывали популяризацию смеси абсента с коньяком, ее позже стали называть «землетрясение». Он носил алкоголь в самых неожиданных местах. Есть известная история, что он заказал себе полую трость, внутрь которой наливали спиртное. Во время прогулок он мог незаметно отпивать прямо из нее. Он устраивал роскошные завтраки для моделей, артистов и знакомых, приносил дорогое вино, сладости, устраивал почти дворянские приемы. Только происходило все это не в салоне, а среди мастерских Монмартра. У Анри не было громких романов в традиционном смысле и подтвержденных длительных любовных историй, которые фиксировались бы как отношения с конкретными женщинами. Его эмоциональная жизнь была связана прежде всего с миром Монмартра. Он был близок с танцовщицами и моделями Мулен Руж, такими как Лагулю и Жанна Авриль, а также с девушками из домов терпимости, с которыми у него складывались доверительные, но неформальные отношения. Эти связи были скорее частью его повседневной жизни и художественного наблюдения, чем публичными романами или скандальными любовными историями. Но за всем этим оставалось главное – работа. Он писал очень много и почти всегда быстро, как будто боялся не успеть. К концу жизни здоровье стало ухудшаться. Годы напряжения, алкоголь, болезни начали разрушать организм. Были периоды тяжелых состояний, лечения, вынужденного отдыха. Самочувствие Анри постепенно ухудшалось из-за сочетания врожденной хрупкости костей, последствий 2 тяжелых переломов в подростковом возрасте и хронических заболеваний. Отдельную роль, по мнению большинства биографов, сыграл сифилис, которым он, вероятно, заразился в конце 1880-х, начале 1890-х годов в богемной среде Монмартра, где эта инфекция была широко распространена и практически не поддавалась эффективному лечению в то время. Болезнь могла медленно прогрессировать и поражать нервную систему и внутренние органы. К этому добавился образ жизни художника, частое употребление алкоголя, особенно абсента, что привело к еще большему истощению организма, нарушениям работы нервной системы и общего физического состояния. В последние годы все эти факторы действовали одновременно и усиливали друг друга, что в итоге привело к тяжелому упадку здоровья, из которого он уже не смог выйти. Самое интересное в Тулус-Лотреке – то, что его жизнь не была чередой громких драм. Это была жизнь человека, который оказался не на своем месте в аристократическом мире и нашел свою среду среди тех, кого общество не замечало. И вместо скандалов он оставил после себя ощущение удивительной близости к людям, даже самым обычным и уязвимым. Он всегда был окружен людьми, шумными, яркими, живыми, заполняющими кабаре и улицы Монмартра до краев. Но именно среди этой бесконечной толпы особенно ясно ощущалось его одиночество. Он видел всех, но оставался в стороне, наблюдателем, который не растворяется в происходящем. И, возможно, именно это внутреннее расстояние стало его главным инструментом. Тулус-Лотрек рисовал тех, кого другие старались не замечать, потому что сам слишком хорошо знал, что значит быть рядом с жизнью, и при этом оставаться немного вне ее. Страница. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось это путешествие в мир искусства, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. А если вы сами художник, иллюстратор, фотограф или мастер хендмейд, приглашаем вас на alebrio.ru. Публикуйте свои работы, участвуйте в международных конкурсах и выставках, находите свою аудиторию и станьте частью большого творческого сообщества. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. До новых встреч!